Дорогие возлюбленные братья во Христе Иисусе Господе нашим, приветствуем вас снова и снова здесь, у ног Иисуса Христа и в школе Его, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы собрались для изучения книги «Стук в дверь» нашего брата Роберта Виланда. Вначале мы помолимся. Любящий, сострадательный, милосердный Бог, Владыка неба и земли, Отец наш, Бог всякого милосердия и сострадания. Мы благодарны Тебе, что Ты вновь и вновь собираешь нас у ног Твоих для того, чтобы нас научить тем драгоценным истинам, которые Ты нам открываешь во свете лица Твоего. Мы так благодарны, что Ты желаешь показать народу последнего времени тот грех, который он еще не осознает, чтобы народ осознал и признал свою вину пред лицом Твоим, что он до сих пор продолжает враждовать против Тебя. А это мы, это ладикийское состояние, о котором написано в книге Откровения, это народ последнего времени, это мы. Прибудь сейчас Духом Святым Господь Иисус, говори к сердцам нашим, разумам нашим, объясняй нам все слова свои сам, и прославься в этих изучениях. Ради пролитой крови Твоей просим и молим. Аминь. Мы немножко повторим прошедший урок. Мы начали его сейчас с того места, где написано, выделено у меня в книге красным: «Сатана преуспел в сокрытии от нашего народа в большой степени особой силы Святого Духа, которую Бог стремился ему дать. Свет, который должен осветить всю землю своей славой, натолкнулся на сопротивление и посредством действий наших собственных, в скобках, ведущих братьев, в большей степени был скрыт от мира». И мы тут видим из-за того, что произошло на Генеральной конференции в Миннеаполисе, это позорная страница в жизни адвентистского движения. Истина, как мы находим в трудах Елены Уайт, представляет собой поразительное обвинение, какое всегда нам хотелось бы спрятать или отрицать каким-нибудь образом. Но подлинные слова Христа, послание к ладикийцам, заостряет наше внимание на самообмане, которым мы сегодня наполнены. Мы часто говорим, что мы богаты, ни в чем не имеем нужды, или мы хвастаемся тем, что мы богаты пониманием праведности по вере, но на самом деле мы оказываемся нищими, жалкими, убогими, слепыми, потому что на самом деле мы еще не понимаем этой настоящей праведности, которая ведет к славной победе. И упрек нашего Господа в том, что Он показывает нам, в каком на самом деле состоянии мы находимся. А наши историки, они друг перед другом хвастаются тем, что столько достижений имеет адвентистское движение, что с кафедр звучат из нецерковных трибун, что они говорят, что мы имеем духовный подъем, и сердца у нас горячие любовью ко Христу, и что мы принимаем праведность по вере, и также в том, что Генеральная конференция 1926 года более выделяется, что там была открыта праведность по вере, чем конференция 1988 года. То есть до конца наши ведущие вот эти историки церкви, они также не понимали. И вот смотрите, что абзац, так и я прочитаю. Ни один из них не понял, что в 1926 году и в настоящее время наша хваленая
духовный рост и зрелость и провозглашение праведности по вере были не в принятии вести 88 года, а в принятии популярной протестантской, лютеранской или кальвинистской вести об оправдании и праведности по вере. Они ошибочно полагали, будто уникальное явление, это в кавычках, того, что церковь адвентистов седьмого дня становится более евангелической, в кавычках, было вызвано понятием вести, которая должна была стать началом позднего дождя громкого клича. Вместо этого мы невольно ушли от вести, который нам послал Господь, и приняли взгляды, почти идентичные взглядам тех, кто отвергает трехангельскую весть. И мы довольны этим глубоким, в кавычках, акцентированием евангелизма и пребываем в прискорбном неведении о том, что это не истинное вечное Евангелие. Это подлинная церковь остатка, и у нее действительно светлое будущее. Работа будет совершена, и Господь благословил, и Он будет благословлять. Но дело в том, что для нас намного безопаснее следовать Его версии значения истории нашей деноминации, чем противиться ей. Ладикийское послание еще остается истиной для настоящего времени. И Господь говорит, что мы на самом деле несчастные, жалкие, нищие, слепые, наги. И великая победа Церкви все еще дело будущего, и она будет совершена после принятия рекомендованного свыше лекарства от нашего сегодняшнего состояния, покаяния. Есть что-то такое, что мы можем сделать, и сделать надо именно то, что говорит наш Господь. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. И вот, ну, в принципе, вот суть в этом и продолжается. Люди оставили свои грехи неисповеданными и не захотели иметь полной отдачи Богу, и сердца, которые могли бы быть очищены от всякой ошибки, укрепились в неправде. Двери для Духа Святого были закрыты, чтобы не ворвался небесный поток в эти двери. И люди, чтобы оставили свои грехи неисповеданными. То есть они остались в этих грехах, неисповеданных грехах. Последняя генеральная конференция принесла ужасное огорчение в моей жизни, пишет Лестница Господня. Ничего не изменилось. Дух, который в результате этой встречи должен был войти во весь труд, не был туда допущен, потому что люди не приняли свидетельств Духа Божия. Отправившись на несколько полей своего труда, они не шли в том свете, которым Господь озарил их путь, а внесли в свою работу неверные принципы, преобладавшие в Батл-Крике. Опасное дело отвергать тот свет, который посылает Бог. И мы видим, что среди этих братьев там упоминается имя брата Аба Олсона, который писал книгу «Через кризис к победе» с 1888 по 91 год. И эта книга в 1901 году была переиздана. И эта книга так комментируется, что эта книга официально была переиздана под новым названием, но ее тезис «Я богат и разбогател» остался без изменений. И по-прежнему предполагается, что с конференции 1901 года кризисные годы закончились фактической победой. Это все в кавычках. То есть они продолжают упорно говорить, что идет победа, идет возрастание в праведности по вере. Но на самом деле мы увидели, что весть была практически принята, не праведность по вере, не та, которую послал Господь в 1988 году, а протестантское, лютеранское или кальвинистское оправдание по вере. А это «Я плюс Христос». Вот по такой формуле. Сегодня мы начинаем продолжать чтение. Если бы люди, слышавшие весть, посланную во время конференции, самую торжественную весть из всех возможных, не были столь невосприимчивы, если бы они искренне спросили: «Господи, что повелишь мне делать?» События последних лет
очень бы отличались от того, что было на самом деле. Но они не проложили пути, они не исповедали своих ошибок и теперь во многом идут тем же неверным курсом, потому что они испортили себе духовное зрение. А мы знаем, каких ошибок они не исповедали, что, считая себя богатыми, разбогатевшими, именно вот это нужно было осознать и признать, что мы действительно грешники, что мы идем против воли Божьей, и Господь же дал нам совет, как исцелиться от этой болезни. Но именно руководители церкви восстали, и они не возжелали смириться и признать свое истинное состояние. Если бы работа, начатая на Генеральной конференции, велась дальше, к достижению совершенства, у меня не было бы призыва писать эти слова. Была возможность или исповедать зло, или не признать его, и во многих случаях люди шли на отрицание, чтобы избежать последствий исповедания. Вы видите, что люди отрицали то зло, которое они делали, и не возжелали исповедовать это зло пред Господом. Если не будет преобразования, наше издательство постигнет бедствие, и мир будет знать о причине. Мне показано, что не было обращения к Богу от всего сердца. Ваше постоянно возрастающее жестокосердие – это издевательство над Богом. Это свидетельство том 7, страница 93-96, и прочитанной редакцией Review and Herald в ноябре 1901 года, и следующее свидетельство, начиная со страницы 97, озаглавлено «Пожар в Review and Herald». И тут есть у нас немножко сноска, так, 10-й подпункт, сейчас хочу прочесть. И тут подтверждается, и действительно, тогда был большой пожар, в котором сгорели наша типография и санаторий Батл-Крике. Если вслед за нашими историками признать победой историю с вестью 88 года о праведности Христовой, то как же могли дела, последовавшие за так называемой верой, дела в кавычках и вера в кавычках, привести к наказанию от Бога в виде катастрофических пожаров, которые уничтожили наш санаторий издательства Батл-Крике? Вы видите, если действительно признать победой, это тоже взято в скобки, в кавычки. Если действительно была победа праведности по вере, ибо она была принята так, как должно, то эти дела, которые дела в кавычках последовали за тоже верой в кавычках, привели к катастрофе, пожарам в Батл-Крике, когда все это сгорело. На встрече 1901 года члены комитета, избранные в то время, были, насколько это можно узнать, людьми, полностью веровавшими в это учение, то есть в скобках взято о праведности по вере, хотя некоторые, возможно, и не имели полного личного переживания отказа от борьбы и веры. Я был на нескольких встречах в адвентистских лагерях, на ежегодных встречах, на сессиях конференций и миссионерских съездах, на встречах работников и на других собраниях, и могу правдиво сказать, что в ходе всего этого общения с работниками церкви и людьми различных рас, представлений, языков за 35 лет моего служения у адвентистов седьмого дня я никогда не слышал, чтобы работник или рядовой член церкви в Америке, в Европе, где-то еще выражал неприятие праведности по вере. Не знаю я и о том, чтобы какое-то подобное сопротивление выражалось в изданиях адвентистов седьмого дня. Это пишет Аба Олсен, вот книга «Через кризис к победе», 1888-901 год, и страницы 228-232, и новое издание, страница 234 по 238. Об этой книге мы читали в прошлом уроке, и я вспомнила, эта книга была издана в 1988 году по 901 год и переиздана в 901 году. И эта книга нам внушает, что адвентизм имеет победу на пути познания праведности по вере. Но на самом деле это не так. Но наш автор, это пишет наш брат уже Виланд,
но наш автор был серьезным, искренним и глубоко духовным человеком. Что-то было не так, это он определенно знал. Работа отстала на много лет, и пришествие Господне надолго задержалось. Это он не мог и не хотел отвергать. То есть это про Олсона он говорит. Он откровенно признавал проблему, то есть Олсон, и излагал свои искренние убеждения о том, почему церковь в целом до сих пор не поняла и не приняла истинной праведности по вере, чтобы всемирный труд был завершен. Редко официальный автор столь наглядно и все же неосознанно, видите, и все-таки неосознанно подтверждал истинность диагноза нашего Господа в его послании ангелу Ладикийской церкви. Или столь серьезно и искренне настаивал на том, что ангел богатый разбогател. Служители, говорящие с церковью, богаты, утверждает автор, пониманием и провозглашением вести. Вот это хвастовство, что мы знаем весь о праведности Божьей. Сейчас вот закончу чуть-чуть. Он не признает никакой нужды с их стороны и возлагает вину за невыполнение задачи на бестолковых мирян. И это они несчастные, жалкие, нищие, слепые, наги. И вот, вот такой длинный абзац. У кого есть дополнения, может, комментарии или вопросы. То есть Олсон не понимал, пишет Виланд, не осознавал истинность диагноза Ладикийской церкви, и он считал, что это миряне виноваты в том, что эти задачи не выполняются, но не руководство. А руководство, они богаты пониманием этой вести и провозглашением этой вести. И нам внушали, что церковь наша активно проповедует и провозглашает трехангельскую весть. А в трехангельской вести это же и есть праведность по вере. Кто желает что дополнить? Пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, тут так хорошо все объяснила, разжевала. Что тут еще дополнять? Это и сейчас продолжается. Мы это видим. Очень медленно что-то меняется в лучшую сторону, но немножко меняется. Тогда читаем дальше. Обратите внимание на очень ясный смысл заключения этой книги. То есть этой книги имеется в виду Олсона через кризис к победе 1888 по 1901 год. За годы, истекшие после 1901 года, и ранние адвентисты седьмого дня публиковали многочисленные брошюры о праведности по вере, и время от времени эта тема освещалась в уроках субботней школы. Различные этапы спасения по вере во Христа не один год объясняются силой и ясностью по радио, а в последнее время и по телевидению. Этому вопросу отдано особое место в различных курсах заочных библейских уроков. Адвентистские пасторы и евангелисты провозглашают эту жизненно важную истину церковных кафедр и нецерковных трибун с сердцем, горящим любовью ко Христу. А в ежемесячном журнале служения адвентистских проповедников и авторов постоянно побуждают делать Иисуса Христа и Его праведность как Спасителя центром всех их наставлений. Акцентирование этого вопроса было настолько сильным, насколько заслуживает внимания его важность. Это тоже в той же книге «Кризис», как там назвать, «Через кризис к победе», новые издания, страница 243. Тогда почему же работа не закончена? Если эти драгоценные истины объясняются адвентистскими пасторами и евангелистами, в кавычках, с силой и ясностью, и, опять в кавычках, с горячим сердцем, напрашивается ответ. Рядовые члены церкви не слушали так, как должно. Это и задержало окончание работы. Обратите внимание на вывод, возможный только при непонимании
послание к ладикийцам. Это теперь вывод описывается в этой книге. Многие адвентисты седьмого дня все еще, как кажется, не знают об этом крайне важном учении. Во многом это незнание вызвано недостаточным чтением адвентистских книг, газет и журналов, разъясняющих Евангелие ясно и доходчиво. Мы опасаемся, что для многих членов церкви весть о праведности по вере стала сухой теорией, а не живой реальностью ежедневного опыта. Они пренебрегли светом, которым Бог по своей любви и милости озарил их. Они не смогли поменять ничего, не стоящей одеждой своей самоправедности на незапятнанную одежду праведности Христовой. В глазах Бога их бедные души наги и бедны. Там же в этой же книге страница 237 и 239 и новое издание, страницы 243 по 247. Смотрите, они вроде бы и понимают, и в то же время и не понимают. И в этом обвиняют, во-первых, рядовых членов церкви, а будто бы пастыря проповедуют эту истину. И вот дальше пишет наш брат Вилан. Если весть нашего Господа истинна, то здесь у нас имеется случай, когда телега ставится впереди лошади. И вот тут добавочный комментарий. Проявляется тот же самый дух, какой был у Адама. Это не я виноват, это жена, то есть церковь, то есть ее рядовые члены, которые ты мне дал. Бог говорит, покайся. Ангел же Ладикийской церкви ответил, это вон к рядовым членам церкви. Ну вот так примечание тут Анват, а что он за Анват, я не знаю. Ну, тут это кто печатал книгу, наверное. То есть ставится телега впереди лошади. Но все же наш Господь направляет свое послание ангелу церкви. А мы знаем, под ангелом имеется в виду именно руководители церкви. То, что подчеркивает дух пророчества, кристально ясно. Если бы служители, руководившие церковью, поистине приняли весть 1888 года, церковь бы содействовала им, и работа была бы завершена. Тут письмо 1СМ, страница 234-235. Вы видите, Елена Уайт на что акцентирует. Если бы служители и руководители приняли эту весть, то народ бы тем более принял и пошел бы за этой вестью. А не наоборот, что народ не принимает. В день силы твоей народ твой готов, уверяет нас псалмопевец. Псалом 109, 3 стих. Если миряне постоянно противятся руководству, это не веселая перспектива на будущее. Но это не так. Наш автор не видит того, что все эти акценты в скобках, которые он считает столь воодушевляющими, на деле представляют собой иную весть, чем весть 1888 года. И именно в этом причина того, что для многих членов церкви весть о праведности по вере стала сухой теорией. Они устали от нее до того, что наблюдается незнание, вызванное недостаточным чтением адвентистских книг, газет и журналов. Они определенно пытались их читать, но ясных связанных представлений, изложенных в вести 1988 года, там нет, и их весть кажется скучной. И они не знают почему. Но ангелу церкви кажется, что он сделал свое дело, по крайней мере, в достаточной степени и достоин за это похвалы. Видите, руководство считает, что народу нужно читать побольше книг, журналов, газет адвентистских, чтобы они могли возрастать в познании вести о праведности по вере, которая стала сухой теорией. Но, читая эти вести, эти книги, народ не понимает и не знает почему. Вот я о себе хочу сказать, вот пока мы не начали изучать вот эти вести, вообще те вести, которые были посланы через Джонса, Вагнера, потом открытые через Шорта, Виланда, Жака Секвейру, и труды Елены Уайт я не понимала. Я их читала и думаю, вот в конце уже будет
вывод. Вот как-то что-то, вот эту изюминку, вот эту линию я не видела, вообще не понимала. А вот именно когда начали изучать эти вести, теперь и в трудах Елены Уайт стало уже пониматься стали эти труды. Я не знаю, может быть, у вас так само было или только у меня так было. Есть что у кого дополнить? Если нет, читаю дальше. Сказанное здесь говорится с глубоким уважением ко всем нашим историкам, чья преданность делу была бесспорной. Проблема объясняется словами нашего Господа «не знаешь». И они просто выражают почти всеобщую гордыню многих из тех, кто все еще поддерживает это представление по вопросу о праведности по вере. Из книги «Судьбоносные движения», страница 610-612. То есть главное тут суть «не знаешь». Так само оно происходит в нашей жизни. Фактически мы не знаем на самом деле о себе самих, мы не знаем всей правды еще. И Господу нужно нам открывать всю правду о нас. Ничто из сказанного здесь не надо воспринимать как критику в адрес кого-либо из наших старых авторов. Это сказано просто из осознания того, что весть нашего Господа в Откровении 3 глава 14 по 21 стихи по-прежнему является нынешней истиной. И это ясно видно из прошлого и настоящего нашей деноминации. Давайте мы еще раз прочитаем эти вести, чтобы нам вспомнить. Откровение 3 глава 14 по 21 стихи. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. У кого есть что дополнить по этим абзацам? То есть они так говорили, что проблема уже решена, что уже весть Ладыкии не актуальна, да? А на самом деле она продолжает существовать, эта весть, и она определяет состояние нашего народа. Правильно я понимаю? Ну да, они говорят, что фактически руководство проповедует, что они с горящими сердцами проповедуют о Христе, проповедуют праведность. Это народ только им, как говорится, препятствует. Но на самом деле Господь говорит, что именно руководство не знает, где они находятся и что они делают на самом деле. Это они не приняли. И на сегодняшний день проповедуется весь, мы читали, смешанное євангелікальське, як ми тут читали, лютеранское и кальвинистское, весь о оправдании по вере. А это я плюс Христос. Это спасение впереди идет, спасение своими силами, а потом, что я не доделаю, доделает Христос. Читаем дальше.
И вот смотрите, вот эта весть, она по-прежнему является нынешней истиной, то есть истиной для настоящего времени. Для нас сегодня она важна, чтобы мы узнали о себе всю правду. Бог говорит, не знаешь. Если даже весть адресована руководству, ангелу, ведь Бог стучится в сердце каждого из нас, чтобы мы осознали и приняли. И тем более мы знаем, что Вестница Господня пишет, что именно изменение среди народа Божьего в его разуме, оно начнется из низов. Именно пробуждение вот это начнется с низов. В данной работе, переизданной в 1978 году, практически каждый выдающийся церковный автор цитируется как выступающий в поддержку темы об обогащении в 1888 году. В кавычках, в скобках, заметно, что некоторые среди них отсутствуют. Например, Хаскел, Мид МакГайр и Тейлор Банч. Список имен процитированных авторов с 680, страница 681-686 издания 1971 года действительно очень впечатляет. Если истину можно определять по большинству голосов, тогда определенно представляется, что Елена Уайт глубоко ошибалась, неоднократно повторяя, что весть 1988 года была в большей мере и в большей степени скрыта от нашего народа и утаена от мира посредством действий наших собственных ведущих братьев. Никто из этих посвященных людей, слова которых мы цитировали, не хотел сознательно противоречить верному свидетелю. Но не могло ли быть так, что слова Господа «не знаешь» относятся и ко всем нам? Ну вот об этом мы говорили, не только к руководству, и ко всем нам, чтобы мы тоже осознали и поняли. Тот простой, но необъяснимый факт, что сначала, слово «начало» в кавычках, позднего дождя прошло уже более столетия, вынуждает нас пересмотреть смысл нашей истории. Если поздний дождь был так охотно и преданно принят нашими предками, почему же дело Божье не было завершено в их время? Вот вопрос, почему? Если они утверждают, что они весть приняли, и что они успешно эту весть проповедуют, и адвентизм движется победоносно к пришествию Христа. Свидетельство Елены Уайт настолько просто, что понять его может даже ребенок. Подлинное принятие вести означало бы завершение благовестнического поручения и возвращение нашего Господа в то время. Видите, если бы действительно весть была принята, трехангельская весть, она уже была возвещена по всему миру, Иисус бы уже пришел. А то, что это время продлевается до сих пор, говорит о том, что весть не принята. Повторение утверждения ангела «Я богат и разбогател» должно иметь глубокое влияние на нашу всемирную церковь. Глубоко укоренившаяся и тонкая гордыня ожесточает сердце. Видите, в чем проблема? Глубоко укоренившаяся тонкая гордыня ожесточает сердце. Мы не можем признать, Бог говорит, признай только вину твою. Осознай и признай, что ты на самом деле нищий, слепой, нагой, несчастный. Но гордое сердце этого сделать не может. Повторяющиеся, широко распространенные утверждения об обогащении создают в сердце предрассудок против послания нашего Господа к ладикийцам, когда оно понимается в своем истинном смысле. Против его призыва к церкви покаяться возникает раздражение. Разве нас не учили много десятков лет, что мы богаты, понимаем праведности по вере? Что мы богаты пониманием праведности по вере.
Откуда же даже это опустошающее обвинение в том, что мы несчастны и жалкие, и нищие, и слепые, и наги? И многие обижаются. Крайнее потрясение не было бы таким ужасным, если бы вести Христовой не противоречили столько много раз. Есть у кого что сказать? Писание полно пророчеств о распространении по всему свету семян чистой евангельской истины. Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Аввакума 2:14. Живые воды потекут из Иерусалима. Захария 14:8. Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Исайя 60 глава с 1 по 3 стихи. И будет последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Деяния 2 глава, 17-18 стихи. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его. Откровение 18:1. Озабочен ли кто-нибудь тем, что наши компании и публикации еще не исполняют этих пророчеств на самом деле? Можно ли честно сказать, что наша весть волнует мир или хотя бы возбуждает какое-то значительное противление ей, как это было во времена апостолов? Нужна ли нашим изданиям более дорогая лощеная бумага, больше цветных картинок, больше искусства фотохудожников? Нужно ли нашим евангелизационным кампаниям больше денег, больше психологии, больше музыки, больше профессионализма? Это задает вопросы брат наш Виланд. К настоящему моменту сюда можно добавить, нужно ли Богу сейчас именно евангелизм через спутник или покупка новых молитвенных домов? Насущные вопросы, правда же? Или же проблема в сути нашей вести, провозглашение самой евангельской истины? То есть проблема в сути нашей вести. А какая это весть? Наш Господь говорит, что мы нищие, в то время как мы думаем, что мы богаты. В нашем разумении и провозглашении вести третьего ангела в истине, чистой истины Евангелия, которую не видели ясно со дня Пятидесятницы. Это из книги, там сокращенно написано ПХВ, «Основы христианского образования». Страница 473. У нас есть старые клише говорить, что нам нужен Святой Дух. Конечно, нужен, но принятие Святого Духа и вдохновение от Него – это дело не магии и удачи. Благовествование Христова есть сила Божья ко спасению. Римлянам 1:16. И эта сила заключается не в эмоциональных речах, а в истине, а именно в истине евангельской. Галатам 2:14. Откроем, прочитаем. Если у кого открыто, можете прочитать. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? У нас истина, вот чем хвалятся все. Вся музыка записана верно, все, что нужно, это немного больше акцента, в кавычках, будто бы нужно подкрутить немножко регулятор громкости.
Многие из тех, кто говорит о праведности по вере, говорят о ней как об имуществе, которым можно гордиться, а о нашем провозглашении ее только в плане акцентирования о том, насколько надо время от времени прибавлять громкость. Но евангельская истина не имеет отношения к такому акцентированию. Видите, насколько крен ушел совершенно не в том направлении. Само употребление слова выдает незнание того, что это такое. Кто посмел бы сказать, что проповедь апостолов была просто новой расстановкой акцентов в иудаизме? Елена Уайт нигде не употребляет слово «акцентирование» или «новое акцентирование» по отношению к вести 88 года о праведности Христовой, как если бы дело шло только о настройке проповеднического баланса. Тут вот выдержка Елены Уайт, мы сейчас прочитаем, и, наверное, на этом остановимся, да? Праведность по вере – это жизненно важная, животрепещущая, взрывообразная истина, и Бог не дал человеку регулятора громкости, чтобы ее акцентировать, увеличивать или уменьшать силу звучания. Или у вас она есть, или у вас ее нет. И если она у вас есть, вы переворачиваете мир вверх дном. Меньше не бывает. Видите, праведность по вере – это жизненно важная, животрепещущая, взрывообразная истина. Именно эта истина, она нас оживляет. Мы фактически уже пришли до такого состояния, когда Иисус сказал, когда Он придет на землю, найдет ли веру на земле. Фактически вера у народа Божьего, она уже стала сухой, как холмы гилбуйские. А вот когда мы начали изучать вот эти вести драгоценные, почему-то начинаем оживать. Но многим эта вести не нравится. И вот мы даже в группах видим, те, которые жаждут изучать ее и принимать ее, они присоединяются и слушают, а многие просто присоединились и убегают, и больше не хотят слушать почему-то. Я не знаю, почему им не нравится, так как если... Ой, я тут смотрю, немножко у нас осталось до заглавия, назначенное Богом лекарство золото. Давайте мы дочитаем уже тогда. Еще немножко времени есть. А если вы не переворачиваете мир вверх дном, остается только признать, что истинный свидетель прав. Мы несчастны и жалки, в то время как патетически думаем, что мы богаты. Пока ангел не увидит и не признает этого, не может быть желания принимать те лекарства, которые нам прописал истинный свидетель. Наша нищета болезненно очевидна в разложении доверия к одной уникальной доктрине адвентистов седьмого дня об очищении святилища, начавшемся в 1844 году. А мы видим, что весть о святилище в церквях уже она не проповедуется. И если где-то проповедуется, то не в таких масштабах и не так глубоко. Издательство «Вердикт» публикует сообщение о том, что ведущие адвентистские богословы, это все в кавычках, думают теперь, что отличающее адвентистов учение о следственном суде нельзя обосновать на Библии. Вы видите? Другие специалисты тихо оставили веру в это учение о 1844 году. Мы могли бы и с легкостью назвать деканов богословских факультетов и других видных ученых, которые потеряли веру в эту отличительную адвентистскую доктрину. Произошла утрата веры в 1844 год. Широко распространено чувство, что наше учение о 1844 году и наше объяснение его больше не убедительны или, возможно, больше не жизнеспособны. Большой процент адвентистов в Европе давно считает 1844 год оригинальной американской странностью. Это из книги «Ревизия» 1844 года, страница с 9 по 10. Видите, к чему они уже пришли? Когда начали отвергать вот эти вести драгоценные. И 1844 год отвергается, и Следственный суд, и обесчещение святилища отвергается, и уже они перестают в это верить. В поддержку этого сомнения
В основополагающих корнях адвентизма приводятся слова многих пасторов и богословов. Однако исходные исследования Кроссера, Эдсона и Хана, сформулировавшее отличительное адвентистское понимание очищения святилища, было глубоко библейским. Мы знаем, эти авторы, они глубоко приняли эти драгоценные вести, которые им Бог открыл, и они провозглашали эти вести. Тут есть дополнение. Ага. Это дополнение тут потеряно. Почему-то не видно. Именно оно стало основой нашего существования как отдельной церкви. То есть вот это что стало основой? Началось адвентизм с вести 1844 года, как мы помним. Помните? Учение о следственном суде, об очищении святилища. И это была основой. Именно это оно стало основой нашего существования как отдельной церкви. Если оно не подлинно библейское, то у адвентистов седьмого дня нет реальной богословской причины вообще для существования. Если змей, в кавычках, который рассвирепел на жену, хочет уничтожить ее, мог ли бы он сделать это более эффективно, чем бросившись на ее яремную вену? Фактическое сокрытие вести 1888 года в течение десятилетий стало одним из факторов, почти полностью объясняющим этот распад основополагающей веры адвентистов седьмого дня в учении о святилище и о 1844 годе. В 1889 году Елена Уайт предвидела, что оппозиция вести Джонса и Вагнера вызовет отступничество. Это в книге С.А. Так, это сокращенно. С.А. Советы авторам и редакторам. Страница 31. Очевидно, интересное явление. Те, кто не видит библейского обоснования для 1844 года, не понимают и важности вести 1888 года. И обратное представляется столь же верным. Имеет смысл озвучить это обратное утверждение. Те, кто понимает важность вести 1988 года, видят библейское основание для 1844 года. Все это говорит о том, что люди, отвергающие весть 1988 года сейчас, отвергнут и идеи 1844 года, но только потом, когда начнется буря. Видите, оно получается и так, и так. Сначала отвергает 44 год, затем отвергает 88 год. И получается еще наоборот. Кто сейчас отвергает 88 год, когда поднимется буря, отвергнут и 44 год. То есть это начало вообще создания движения адвентизма. Весть 88 года была четко сфокусирована на учении о святилище и вернула ее превосходящую силу в сердца верующих. Это Евангелистам, страница 225. А утрата этой вести склонна изымать ее превосходящую силу из сердец верующих. Вот мы на этом месте закончили. Смотрите, насколько важны вот эти вести. Если мы сегодня отвергаем весть, посланную в 1988 году Господом через братьев наших, и которая дошла до нас в сегодняшний день, и мы видим по лицу земли, сколько народа уже поднимается в изучении этой вести, то если мы утратим эти вести, то тогда из наших сердец изымется и вся эта превосходящая сила. А это сила, сила Духа Святого, ведущего нас к Господу нашему. Есть у кого что добавить? Добавьте, пожалуйста. Вы так сегодня так хорошо молчали, что можно слышно было всякий шорох. Если нет, тогда давайте помолимся. Уже, оказывается, 8 часов. Простите. Милосердный наш Бог, Отец наш Небесный, Владыка неба и земли, мы безмерно благодарны Тебе, что Ты даровал сердца наши желание изучать эти драгоценные вести. Каким-то чудным образом Ты до нас достучался, и, открывая глубокое значение вести, посланной в Миннеаполисе, и насколько она важна для нас на сегодняшний день,
Ты показываешь, что без этой вести мы высохли, как холмы гилгульские. Хотя эта весть та же самая, старая, но она как бы более в новой оправе, она более ярче светит для нас. И то, что мы раньше не понимали, не видели, не разумели, Ты открываешь нам в простоте истины своей. И мы благодарны, Господь, что у Тебя все просто, и все понимается легко, потому и спастись легко, а погибнуть тяжело. Благослови, Господь, свою церковь, благослови церковь Твою осознать и признать свою вину в том, что мы отвергаем Тебя, что мы не знаем, кто мы есть на самом деле, что мы думаем, что мы богатые, разбогатели, а на самом деле мы несчастные, жалкие, слепые, ноги, и мы нуждаемся в Тебе, Господи. И даруй нам, Господи, признать, насколько мы несчастны, насколько мы жалкие, что мы грешники, нуждающиеся в нашем Спасителе. Яви силу славы своей, благодати своей каждому человеку, сейчас находящемуся здесь, и слушающих, кто будет слушать в интернете, и достигни сердца народа Твоего. Дай нам дух покаяния, дай нам дух корпоративного покаяния пред лицом Твоим, что, не осознавая свой грех, мы фактически враждуем против Тебя. Удали эту вражду от нас, Господь, и даруй, чтобы Твоя праведность, она воссияла в сердцах наших в полноте силы Твоей, в силе позднего дождя Духа Святого. Благословен Ты, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой, ради пролитой крови Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Зыкина. Слава Богу. Богу слава. Понятно было или нет? Я, конечно, быстро читаю. Понятно. Ты четко читаешь, прям вколачиваешь в мозг гвозди. Спасибо. Ну, слава Господу тогда. Потому что готовится... Ой, простите, я не отключила. Запись идет. Слава Господу, вся Богу только слава. Так, остановила запись.